Здравствуйте, дорогие наши гости! Сегодня свои двери для вас открыл Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Дмитриевича Крючкова. Университет, который продолжает и развивает традиции сибирской архитектурной школы, заложенные еще в начале 20 века. Здание нашего университета является памятником архитектуры, и мы предлагаем погрузиться в его замечательную, особую атмосферу. Построено здание в конце 1925 года. Здание называлось «Сибирское подворье». Здесь размещались государственные учреждения Сибири, главным из которых был Государственный банк. В интерьерах здания сохранились элементы конструкции оформления первоначальной постройки. Под потолком виден сохранившийся фрагмент отделки 20-х годов. В залах первого этажа, центральной части и южного крыла здания колонны железобетонного каркаса оштукатурены с приданием им круглой формы в классических традициях. На первом этаже находится научно-образовательный центр, где занимаются ребята от 5 до 15 лет, а также 10 и 11 класс на подготовительных курсах. Здесь же находится студия полиграфии, где студенты печатают свои работы. Наш большой выставочный зал, в котором проводятся различные мероприятия и выставки, и открывшийся недавно Центр анимации. На главных лестницах здания до уровня 3-го этажа сохранились оригинальные перильные ограждения из чугунного литья и накладные гранитные проступи. Давайте поднимемся по этой лестнице на 2-й этаж. Второй этаж, на котором раньше располагался Государственный банк, в настоящее время разделен перегородками и утратил свое первоначальное оформление в строгом стиле классицизм. С одной стороны коридора остался ряд колонн с канилюрами. Сейчас они частично выступают из плоскости стены. На этом этаже, помимо учебных аудиторий и административных подразделений, находится Музей истории и архитектуры Сибири имени Сергея Николаевича Баландина. В музее собрана богатая коллекция графических работ как студентов-архитекторов, так и ведущих архитекторов Новосибирска. Фотографические и письменные документы по истории архитектуры, градостроительства и истории архитектурного образования. В южной части коридора 2-го этажа расположилась галерея наличников. Это часть экспозиции Музея истории и архитектуры Сибири. Здесь представлены оригинальные деревянные резные наличники начала 20 века, некогда украшавшие дома Новониколаевска. Сохранившиеся оконные наличники, как часть материальной культуры предыдущих поколений, составляют уникальную коллекцию музея Нгуади. Вот, к примеру, фронтон здания, которое находилось по адресу Чаплыгина, 7. На 3-м этаже находятся основные органы управления университетом. Здесь располагается ректорат. Возглавляет наш вуз ректор Наталья Викторовна Багрова. В этой части коридора мы можем увидеть макеты, выполненные нашими студентами на кафедре строительного производства. Здесь же, на 3-м этаже, находятся 3 выпускающих кафедры. Это кафедра промышленного дизайна, рядом с которой расположена выставка лучших макетов студентов. Кафедра архитектуры, проекты архитекторов мы видим на стенах этого этажа. И кафедра градостроительства и ландшафтной архитектуры. Проекты градостроителей мы можем узнать сразу. Это город с высоты птичьего полета. На 4-м этаже находятся следующие кафедры. Это кафедра дизайна архитектурной среды, кафедра коммуникационного дизайна и кафедра дизайна костюма и индустрии моды. В южном конце коридора расположилась копия древнегреческой скульптуры дискобола, которая смотрится темным силуэтом на фоне огромного окна. На стенах 4-го этажа можно увидеть проекты архитектурного оформления городской среды, интерьеры, а также работы коммуникационных дизайнеров и дипломные проекты дизайнеров костюма. Также здесь представлена экспозиция моделей различной техники – автомобили, корабли, танки, другие объекты, собранные преподавателем кафедры коммуникационного дизайна.
5-й этаж нашего университета самый живописный. Здесь находится кафедра монументально-декоративного искусства и кафедра рисунка, живописи и скульптуры. Стены и коридор 5-го этажа украшают многочисленные живописные, графические и скульптурные работы художников-монументалистов. Рисунок и живопись на этой кафедре преподают многие известные художники и скульпторы Новосибирска, работы которых есть в коллекциях российских и зарубежных музеев. А теперь мы приглашаем вас на наши знаменитые арт-лестницы. На южной и северной лестнице размещены учебные и дипломные работы студентов кафедры МДИ, выполненные в различных техниках – живопись, мозаика, сграфита, фреска. Здесь можно увидеть изображения героев античных мифов, грустные лики христианских святых, обнаженную натуру, сюжеты мастеров мирового искусства и многое другое. Эти лестницы – такие же знаковые объекты Нгуади, как и Музей истории архитектуры Сибири. Сюда организуются экскурсии для любопытствующих горожан, на ступенях устраиваются музыкальные концерты, сюда ходят студенты университета для создания фото-селфи со своими курсовыми или дипломными проектами на фоне произведений монументального искусства. Это всего лишь маленькая часть рассказов о нашем прекрасном университете. Здание хранит достаточное количество историй о людях, работавших в его стенах, а также о тайне самого здания, построенного по проекту известного архитектора Андрея Дмитриевича Кричкова. А теперь предлагаю вам присоединиться к нашему мероприятию и начать День открытых дверей.